Всем привет! Сегодня приготовим рождественские немецкие штолен. Если вам интересно, смотрите дальше. Сливочное масло комнатной температуры надо взбить вместе с сахаром до объединения. Потом добавляем яйцо. И опять миксером все перемешиваем. Добавляем творог любой жирности, но если он в крупинках, тогда надо вначале перебить блендером до однородности. Просеиваем муку в отдельной чаше. Добавляем разрыхлитель. Просеиваем. Заранее подготавливаем сухофрукты, разные по выбору. Держим их в алкоголе. Я держала примерно неделю, но можно, конечно, там пару часов. Немного муки добавляем к сухофруктам, перемешиваем, чтобы они все обвалялись в этой муке. И потом остальную муку добавляем в тесто. Перемешиваем ложкой, а потом замешиваем руками. Сухофрукты добавляем любые по выбору, которые вам больше нравятся. Разные цукаты, можно добавить даже рубленые орехи, цедру апельсина, цедру лимона. Тогда будет более ароматный кекс. Далее тесто добавляем к сухофруктам. И все вот это надо замесить в однородное тесто. Мне количество муки хватило, то, что указано в рецепте. Но смотря какой влажности там творог и какой размер яйца, мука может немного понадобиться там больше или меньше. Поэтому лучше всю муку сразу не добавлять, а оставить там пару ложечек и добавить в конце, если тесто очень сильно липнет. В конце тесто получается плотное, но не сухое. Все замешиваем до однородности, чтобы вся мука, все сухофрукты вмешались в тесто. Сухофрукты можно замачивать просто в каком-нибудь соке. Но, честно скажу, когда замачивается в крепком алкоголе, если они там пролежат более недели, они становятся более ароматные. И сам кекс от этого становится более вкусной, ароматной и очень нежной и сочной. И так как при выпечке сам алкоголь испаряется, не надо бояться, пользуется алкоголь. Ставим тесто на пергамент, распределяем примерно 20 сантиметров круг. Это так, на глаз. Я даже скалку не использовала, вот руками просто распределила. Визуально делим тесто на 3 части и одну вот эту часть вот так складываем. Так выглядит форма штолена. У меня обычно штолен, когда выпекается, сверху очень быстро становится такой румяный, но еще не готовый. И поэтому, чтобы не подгорел, не сгорел, я выпекаю 30 минут и потом сверху покрываю фольгой. И потом еще с фольгой выпекаю примерно 20 минут. Выпекаем 170 градусов примерно 50 минут. Только испеченный горячий штолен промазываем растопленным сливочным маслом. Сверху сыпем сахарную пудру, не жалея, чтобы покрылась вот такая корочка из сахарной пудры. Потом еще на пергамент посыпала сахарную пудру и сверху кладу штолен. Можно и просто переворачивать штолен и его дно посыпать сахарной пудрой. Нам надо так, чтобы со всех сторон хорошо было
посыпана сахарной пудрой. Вот теплый штален заворачиваем вначале в пергамент, а потом дополнительно в фольгу. Остужаем при комнатной температуре и потом ставим в холодильник. Мой штален в этом году пролежал в холодильнике неделю, но в прошлом году мне они лежали месяц. Обычно вот эту выпечку готовят заранее, примерно месяц заранее выпекают и потом на Рождество подают. По этому рецепту штален я готовлю не первый раз. Мне этот рецепт нравится не только потому, что он быстрый, но и потому, что результат очень и очень вкусный. Этот вариант подойдет для тех, кто не любит или боится работать с дрожжевым тестом. А тут все перемешали, замешали, выпекаем. И далее надо просто дождаться, пока он отлежится. Вот такой красавчик получился. Сверху выглядел более аппетитней. Посыпем еще сахарной пудрой, чтобы была такая свежая корочка из сахарной пудры. Хоть и это быстрый вариант шталена, так как есть еще вариант на дрожжах, но все равно этот штален очень вкусный, минимально отличается от дрожжевого. Отличается вот конкретно этот вкус, что тут нету этих дрожжей. Разрезаем штален, он такой плотный. Может показаться, что он сухой или пережаренный, но видите, он нигде не подгорел. Очень красивый, он плотный, но в то же время очень такой влажный. Очень много сухофруктов. Классически еще посерединке ставится такая колбаска из марципана. Но в этот раз я так быстро делала и марципан не добавила. Но если вы хотите, просто раскатайте марципан такой колбаской и посередине, когда тесто складываете, ставьте вот этот марципан и сверху кладете вот это тесто. Советую вам приготовить, попробовать. Такая вкусная выпечка подойдет даже просто на выходные к чашечке чая. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!